Дорогие мои друзья, здравствуйте! Сегодня солнечная у нас погода, правда, она как бы установилась во второй половине дня, то есть ближе к часу дня, после полудня. И, дорогие мои друзья, в выходные я просидела дома, потому что погода была, не очень хорошая, прямо скажем, и холодно, и сыро, и дождик периодически где-то шел такой мелкий, не очень приятный. Поэтому прогулки весьма, я не знаю, мне так не нравится гулять, когда холодно, сыро. Дорогие мои друзья, я пришла в соседний район. Я, конечно же, знакома с этим районом и хочу показать его вам. Знаком, опять же, с недавних пор, потому что, так как мы поселились по соседству в Бескудниковском районе, вот этот район, Западная Дегунина. Дорогие мои друзья, отсюда буквально 3 минуты до метро Селигерская. Что я хочу показать. 2 дома уже готовы к сносу. Вот этот вот и который стоит вдоль Дмитровского шоссе, я имею в виду пятиэтажки. Здесь уже выселенные люди, все ограждено, и, в общем-то, в скором будущем будут их сносить. А вот этот дом уже построен, это под реновацию, по программе реновации, дорогие мои друзья, в соседнем доме, в соседнем дворе происходит то же самое, но там, ребята, дом вообще обалденно красивый, шикарный просто. Дорогие мои друзья, вот это вот строится ТПУ, то есть транспортно-пересадочный узел, конечно, для некоторых граждан это очень удобно, то есть люди, которые приезжают на работу из Подмосковья, они могут здесь оставить свои машины, либо добраться я так думаю, на автобусах сюда. И, дорогие мои друзья, ехать дальше уже на метро, потому что тут метро рядом буквально. Я уже говорила об этом. Ребята, а я путь держу свой на Селигер-Сити. Очень мне хочется посмотреть. Я видела этот ЖК на стадии строительства. Теперь уже там 1-я и 2-я очередь сданы. Поэтому, ребята, очень хочу посмотреть, что там и как. Правда, там территория огорожена. И поэтому, дорогие мои друзья, так, это получается не в соседнем дворе, а через двор. В принципе, как бы рядом совсем. Вот. И, я имею в виду, дом новый под реновацию уже готов почти. Ух ты! Какая территория огромная, ТПУ. Здесь, наверное, будет и торговый центр, я так думаю. В общем, много чего будет, дорогие мои друзья. Ребята, и Селигер-Сити, в общем, 1-я и 2-я очередь уже сданы. И готовится 3-я очередь к сдаче. Я так думаю, что в конце этого года уже будет все готово. Так, машина гудит. Я стараюсь погромче говорить. В общем, подойдем. Вон он, виден вдалеке, вот эти вот башни. Я как-то там была, показывала своим старым телефоном, без стабилизатора, без стабилизации. И, ребята, как-то вы не оценили. Но хочу сказать, что это круто. О! Вот этот дом, ребята, новый выстроили. Ой, как тут шумно. Нет, не пойду я по грязи. Хотела пройти. Тут, конечно, газончик высадят, все подготовят. Вы видели у того двора, где вот я вам показывала, пятиэтажки снесенные там. Там высаженные деревца молодые. В общем, вот так вот. И вот дом снесенный. Здравствуйте. Что? Здравствуйте. Я думала, вы мне что-то хотите сказать. Так вот, я вот не знаю точно, услышали вы то, что я хотела вам сказать или нет. В общем, не оценили вы этот ЖК почему-то, на стадии строительства почему-то. Вы посчитали, что он очень мрачный, высокие
вот эти вот дома вам очень не понравились. Не знаю, насколько, в общем-то, это справедливо. А что там внутри, это вообще супер просто. Я знаю люди, которые там были, люди, которые занимались работой внутри этого ЖК, видели квартиры, планировку, видели внутренний двор, поэтому, ребята, могу сказать, что там круто. А то, что они высокие, ребят, я считаю, что ничего страшного в этом нет, потому что, в смысле, многоэтажные. Потому что, ребят, посмотрите, не знаю, мне нравится вот такой пейзаж. Потому что, ребята, расширять Москву, я считаю, что не имеет никакого смысла, потому что и так добираться, допустим, вот отсюда мы живем на севере, и на юг Бирюлево. Вот я ехала на такси 2 часа, почти 2 часа. Ребят, обратно, конечно, у меня получилось быстрее, потому что это было уже ближе к ночи, поэтому, люди уже разъехались по домам, транспорта было, соответственно, на дорогах меньше, быстрее доехали. Конечно же, на метро побыстрее, возможно, но с учетом того, что придется ждать автобус, здесь до метро, в принципе, можно пешком дойти. А вот там от метро нужно будет еще ехать. И бывает такое, что сейчас, правда, работа транспорта налажена. И буквально самое большое 15 минут приходится ждать. Может, максимум 20 минут. Нет, я не рискую. Я человек порядка, до скрупулезности. Поэтому, ребята, не перехожу дорогу раньше времени. Ребята, подошли мы в Селигер-Сити. Да, сегодня, конечно же, видите, впереди, я так думаю, что въезд в подземную парковку, это вообще очень ребята, здорово. Здесь раньше ПЭК был, я раньше приезжала сюда по работе. Ой, а почему этот господин проехал? Вообще странный, конечно, человек, водитель, вот на той газели, чокнутый. А здесь вот был ПЭК, я помню. Я приезжала сюда по работе, когда работала курьером. Ой, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Да, ветер сегодня, конечно же. Ребята, а это вот офис продаж. Ох, как солнышко отражается в стекле. Слепит глаза, а вон оно и солнышко. Я не знаю, вообще объектив портить не хочется, поэтому вот, ребята. Ой, извините. Нет, это все-таки был въезд на территорию, я так думаю, а может быть и подземная парковка тоже, ребята. А там торговый центр XL. Сзади и Дмитровское шоссе. Ой, смотрите, еще цветочки остались. Ой, какая красота. Милота какая. Помню Тухманова песню «Будь же доволен последним листочком». Красиво. Ребята, это, конечно же, это не относится к Селигер-Сити, я так думаю. Не знаю, может, я ошибаюсь. Вот такие вот тоже, наверное, какой-то другой ЖК. Вау. Вот, ребята, вот посмотрите. Вот что из промзоны получилось, когда люди умеют правильно распорядиться территорией. Ребят, вы посмотрите, территория закрытая. ЖК жилого комплекса. Ребят, смотрите, какие окна. Смотрите, какие балконы. Кому нравятся открытые балконы, вот всегда, пожалуйста, тоже уже висят шторы. Хотя здесь есть квартиры, ребята, уже с отделкой. Это я точно знаю.
Не буду говорить, из каких источников, но говорю вам, что точно знаю. Вот этот, ребята, мне больше нравится ЖК, чем летний сад. Летний сад какой-то мрачный прям. И смотрится, ребят, все равно он дешево. Как это для готов. ЖК для готов. А этот прям красиво. Мне очень нравится. Сейчас здесь, кто успел на стадии котлована здесь приобрести жилье, конечно, они счастливчики, ребята. А сейчас здесь квадратный метр стоит немыслимых денег. Ребят, ну вот я хочу сказать, внутри двора есть даже свой пруд. А вы можете себе представить? И там зона отдыха, то есть такие типа лежаков есть, то есть можно позагорать летом. А зимой, представляете, свой каток. Ну же, это же супер. Вот это, ребята, вторая очередь. И она тоже уже сдана. Вот я вижу, уже тюль висит на окнах. То есть люди заселяются. Ребята, на первых этажах магазины, супермаркет, Мираторг есть, салоны красоты. В общем, все, что нужно для людей, для жителей. Вот такие скамеечки, здесь можно отдохнуть. Ну, а вот эта вот сторона еще до сих пор вот какие-то цеха. В общем, до сих пор промзона. Ребят, ну вот это вот тоже снесется, я так думаю. Да не думаю, я больше чем уверена, и будут выстроены новые дома, новый ЖК. Ребят, мне очень нравится здесь. Поначалу я, конечно же, не оценила, сама не оценила. На стадии строительства мне показалось, что... Да и вообще я боюсь очень высоты, поэтому для меня вот такие высокие здания, это, конечно... А вот двухэтажный дом старый еще сохранился. Тоже, наверное, его сносить буду. Но я не думаю, а может быть это управление было. Управление, может это не жилой дом, а управление. О, ребята, от предприятия, от этого. Ребят, посмотрите. Вот то, ради чего я сюда и пришла. Вот эти две башни имеют название, ребята, Ван Гог и Кандинский. Слева башня Ван Гог имеет название, а справа Кандинский. Они еще на стадии строительства. Вот это вот Ван Гог уже практически лицевая отделка уже закончена. Наверное, параллельно сразу же идут и внутренние отделки. Ребят, в общем, красота. Красота. То есть здесь еще продаются квартиры. Ну, может, уже проданы, не знаю. Ребят, я смотрела буклеты вот этих двух башен. Ну, там, конечно, входные группы обалденные. Здесь тоже красивые входные группы. Но тут это вообще... Ну, конечно, люди искусства не зря же назвали именем эти дома, именем таких замечательных, талантливых людей. Ого-го. Ого-го. Ребята, у меня потихонечку начинает кружиться голова. Да. Но очень красиво. Очень-очень красиво. Мне очень нравится. Что ни говори. Внутрь я, конечно же, пройти не смогу. Ребята, это я вот там. Внутрь я не смогу пройти, потому что мне неудобно просто-напросто. Поэтому я, ребята, возвращаюсь. Ну, я имею в виду внутренний двор. Я пройти не смогу. Но эти дома тоже неплохие.
Вот соседний ЖК. Отсюда, ребята, минут, ну, наверное, 5 до метро. Здесь охрана имеется, посмотрите. Да, те, кто успели и поняли именно преимущество этого жилого комплекса на стадии котлована, на стадии строительства, дорогие мои друзья, те во многом выиграли. Потому что когда он начинался строить, я уже говорила, здесь была промзона, район мрачный, пятиэтажки, народа мало, выехать отсюда было очень сложно. Ну, единственное, Дмитровское шоссе, оно тоже было переполнено, в пробках очень сложно было по нему ездить. И, ребята, дорогие мои друзья, к открытию метро здесь все преобразилось. И, во-первых, и Дмитровское шоссе изменилось. Ехать теперь по нему одно удовольствие. Ну вот еще раз покажу. А вон вдалеке Останкинская башня. Что-то она прям, я смотрю в телефон, она такая маленькая, кажется. А я смотрю, ее видно хорошо, и даже вот этот ресторан «Седьмое небо» видно. И Пику очень хорошо, отчетливо видно. Ну, ничего не поделаешь, ребят. Ну, вот здесь есть пекарня, смотрите, все для проживающих. Ну вот, ребята, показала я вам. Ого, ветер какой. Здесь, конечно, сквозняк страшный. Показала я вам жилой комплекс Селигер-Сити. Первую, вторую и третью очередь. Решила здесь немножечко отдохнуть. Смотрите, молодые деревца тоже высадили, ребят. Солнышко вот такое у нас уже готовится к закату. И вот такой красивый пейзаж. Может, кому-то не нравится, а мне нравится. Ну все, дорогие мои друзья, попрощаюсь с вами до следующего видео. Пожелаю всем здоровья, всем добра, ну и, конечно же, мирного неба над головой. Пока-пока.